Всем привет! Сегодня у нас довольно-таки необычное видео. Я вас попрошу, пожалуйста, поставить лайк, подписаться, отправить видео друзьям, так как у нас сегодня довольно-таки нестандартного для меня формата видео. Пожалуй, хотелось бы начать с того, что этот гайд будет прежде всего направлен на новичков, научить их правильно выживать, правильно пользоваться фишками игры и в целом, скажем так, удлинить выживание игрока. Evacuation efforts to the city of the living are well underway. People from all over the state have been arriving at the Jared Smith Center. Мы начинаем наше выживание, выбираем Survival мод, Survival, начинаем и выбираем сложность Nightmare. Сегодня в нашем видео мы не будем выбирать бэкграунд игрока, поскольку у нас обычный гайд, как начать выживать, поэтому мы просто выберем выжившего и начнем нашу игру, предварительно взяв себе напарника. Как я беру по классике, это Терренс, вы можете брать любого персонажа, это не имеет смысла. Copy, survivors. This is Delta 225 responding to your stress call. We're en route to your location bearing west on Highway 24 for extraction. Давайте начнем с самого простого. Нам нужна внутриигровая карта. Для чего же? Да для того, чтобы найти необходимые нам места. Это лагеря, это магазины, это заведения общепита, это больницы, это полицейские участки, амунация, лагеря, военные лагеря, лагеря бандитов, зараженные территории и прочие места, где мы можем найти деньги. С данной картой вы сможете ознакомиться на Zombie Andreas Wiki, можете узнать, где что находится, а также на сайте Zombie Andreas Wiki можно будет узнать много нового о внутриигровом лоре и не только. Давайте перейдем к самому простому в нашем видео. Что нужно для начала выживания? Правильно, это еда. И сейчас мы поговорим про способы добычи еды в Zombie Andreas. We are in dire need of food, water, clothing, batteries, flashlights, weapons, and ammunition. И как ранее я говорил, нам помогут в поисках еды машина мороженщика, машины с хот-догами. И как видите на кадрах, я нашел одну из таких. Она даже оказалась не запертой. Мы ее можем залутать на предмет оружия или аптечек. И плюсом мы еще можем в нее сесть и найти еду. С 50% шансом, естественно. Очередной способ найти еду — это ларьки, расположенные по всему штату. Как вы видите, рядом с торговцем Сан-Фьеро расположен такой уголок, в котором находится несколько ларьков. И здесь мы можем найти себе пропитание. Также в нашем пропитании нам помогут торговцы, которые расположены во всех городах и во всех селах, а также в некоторых точках карты. И зачастую они продают по фиксированной цене, в районе 40-70 баксов. Как вы видите, я поднимаюсь к нашему торговцу, я ему продаю ненужные мне вещи и покупаю у него еду. Также я покупаю у него бинты, которые тоже нам пригодятся в последующем выживании. Следующий способ добычи еды довольно простой. На начальных стадиях он всегда помогает игроку. Мы находим любой магазин. В зависимости от размера помещения мы можем найти от 4 до 6 единиц еды, но не факт, что мы все залутаем. Некоторая еда может испортиться. Когда мы заходим в магазин, мы прежде всего отбиваемся от зомби. И в конце, когда мы отбились от этой атаки, зомби, которые находились в здании, мы отходим в самый угол, желательно открытое пространство, и оставляем напарника в положении ожидания. Он будет отбиваться от всех зомби, которые будут заходить в здание, а мы сможем успешно залутать наш лут. Следующее место, которое мы будем лутать, ничем не отличается от предыдущего. Это любое заведение, от Бургера Шота до Клакенбелла. Мы заходим в него, и прежде всего, что мы видим? Правильно, на нас нападают зомби. Мы в очередной раз от них отбиваемся,
и отводим нашего напарника подальше, чтобы его зомби не успели атаковать, когда зайдут в здание. И пока он стоит АФК, мы сможем залутать наш лут. К сожалению, на данном видеофрагменте я немного не в правильном месте расположил нашего напарника, но это не страшно. Мы залутали и пошли искать наш лут дальше. We are interrupting our normal broadcast to bring you this important bulletin. We are getting disconcerting reports of mass murder from all over the state. На данном пункте я не думаю, что стоит заострять внимание. На данной картинке изображены все транспортные средства, в которых можно найти рации для того, чтобы вызвать аирдроп, и не только. Evacuation efforts to the city of the living are well underway. People from all over the state have been arriving at the Jared Smith Center. Для старта выживания подойдет абсолютно любой вид транспорта. Но все же я вам посоветую поискать полицейские машины, потому что вы для начала найдете для себя патроны для дробовика, а также рацию. На данном видео вы видите, как я просто катаюсь на своей машине, она у меня полностью заправлена, и тут я внезапно нахожу это. Правильно, это полицейский БТР. На данных версиях, на 64, на 60, это довольно-таки редкий вид транспорта, и его преимущество в том, что он высокобронированный, он не поддается пулям, но поддается коктейлям Молотова. Прежде всего, я вам посоветую поискать именно этот вид транспорта, потому что вы в нем будете защищены на 100% и сможете прожить дольше. Не менее важным остается поддерживать машину в рабочем состоянии. Для этого нам помогут машины с инструментами. Как вы видите на кадрах, я нашел одну из таких машин, я избавился от некоторых зомби и пошел лутать эту машину. Залутав, я нахожу в ней инструменты. Эти инструменты нам помогут перевернуть машину, если она у нас застряла где-нибудь, восстановить аккумулятор и починить саму машину. На этом наша первая часть зомби Андреаса гайда по выживанию заканчивается. Спасибо за просмотр. Больше лайков, быстрее прогресс. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока. До следующей серии.